Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас очень простой рецепт. Приготовим итальянское бисквитное печенье савоярди. С этим печеньем традиционно готовят итальянский десерт тирамису, но не только. В ближайшее время я с вами поделюсь еще одним вариантом очень простого и очень вкусного итальянского десерта с использованием печенья савоярди. У меня на канале уже есть рецепт приготовления этого печенья, но там немножечко другая технология. Сейчас я вам хочу показать другой вариант, более стабильный, чтобы у вас точно с первого раза все получилось. Итак, нам понадобится 3 яйца. Вес одного яйца без скорлупы примерно 50 грамм. Яйца необходимо очень осторожно разделить на белки и желтки. К белкам не должно попасть ни капли желтка, жира или воды. Яйца подготовили. Далее, так как бисквитное тесто нужно выпекать сразу же, чтобы оно не опало, поэтому я сразу подготавливаю и кондитерский мешок. Использую круглую насадку диаметром 1,3 см. Если насадки нет, ничего страшного, просто обрежьте кончик у кондитерского мешка. Мешок я надеваю на высокий стакан, пока отставляю в сторону, и также подготавливаю противень, застилаю его ковриком тефлоновым. Бумага для выпечки силиконизированная тоже подойдет. Возвращаемся к рецепту. Помимо 3 яиц, нам еще понадобится 85 грамм пшеничной муки высшего сорта плюс 20 грамм кукурузного крахмала. Можно использовать картофельный, если крахмала нет никакого, замените его на то же количество пшеничной муки. И также нам понадобится 100 грамм сахара. Начинаем со взбивания яичных белков. Добавляем к ним щепотку соли и на средней скорости миксера взбиваем до образования мягкой пивной пены. Вот такого результата нужно добиться. Теперь всыпаем примерно половину сахара, остальная половина у нас пойдет к желткам. И на скорости чуть выше средней взбиваем. Как только белки стали плотными, стали держать форму, можете перевернуть миску, убедиться, что все стоит на месте, ничего никуда не утекает. Все, взбивать достаточно. Не перевзбивайте до сухого состояния. Сухой белок в дальнейшем очень плохо вмешивается. Взбитые белки пока отставляем в сторону. К желткам всыпаем оставшуюся половину сахара и теми же венчиками, не нужно их мыть, взбиваем желтки. Они должны посветлеть и увеличиться в объеме. В среднем примерно 2 минуты на высокой скорости. Вот такого состояния нужно добиться. Далее черед сухих продуктов. Примерно половину муки с крахмалом просеиваем на взбитые белки. Не перемешивая, сверху на муку выкладываем взбитые желтки. И опять-таки не перемешивая, просеиваем оставшуюся часть муки и крахмала. Далее осторожными складывающими движениями снизу вверх вымешиваем тесто с помощью силиконовой лопатки. Постарайтесь сделать это аккуратно, чтобы максимально сохранить воздушную структуру бисквитного теста. Слишком долго вымешивать тесто не нужно. Как только вы видите, что масса стала однородной, все комочки разошлись, достаточно. Посмотрите, вот таким густым должно остаться бисквитное тесто. Все тесто перекладываем в заранее подготовленный кондитерский мешок и сразу же переходим к отсадке и выпечке печенья. Отсаживаем печенье длиной примерно 10 см на небольшом расстоянии друг от друга, примерно 1,5 см, потому что во время выпечки печенье увеличивается в объеме. Сверху заготовочки присыпаем сахарной пудрой, чтобы во время выпечки образовалась хрустящая сахарная корочка. И отправляем выпекаться. 180 градусов, режим вверх-вниз плюс конвекция. Выпекается печенье очень быстро, около 10 минут. Пока выпекается первая партия, отсаживаем оставшуюся часть теста. Всего из указанного количества продуктов получается примерно 1,5 противня печенья. За время выпечки печенье должно слегка подрумяниться. Сверху оно покроется корочкой, но внутри пока еще будет достаточно нежным. Что я делаю? Когда допекается второй противень, я ставлю оба противня в духовку, выключаю ее, приоткрываю дверцу и оставляю до полного остывания печенья. После чего я снимаю его с коврика и перекладываю на решетку. И оставляю просто при комнатной температуре до использования, до сборки десерта. Если планируется хранение, то подождите, пусть печенье еще и при комнатной температуре немножко полежит, подсохнет, например, ночь. Затем его можно убрать в герметичный контейнер и хранить до использования.
Вот такое красивое печенье савоярди получается в итоге. Оно ни в чем не уступает магазинному. Готовится очень легко, вариант достаточно простой, бюджетный. Печенье получается очень ароматным, легким, хрустящим и пористым. И с ним получается просто вкуснейший тирамису. Но в ближайшее время я хочу с вами поделиться еще одним очень простым, очень вкусным итальянским десертом, который готовится с добавлением двух видов заварного крема, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик и следите за обновлениями. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся!